Привет! Тема «Всеобщая забастовка в Швейцарии 1918 года». Всеобщая забастовка Швейцарии 1918 года проходила с 12 по 14 ноября. В ней принимали участие около 250 тысяч рабочих. Сразу стоит указать, что данная забастовка является частью революционной волны времен 1917-23 годов, которая включала политические волнения, вооруженные восстания по всему миру, вызванные революцией в России и последствиями Первой мировой войны. Восстания и волнения носили в основном социалистический или антиколониальный характер. В ходе всеобщей забастовки были убиты 3 человека силами правопорядка. Забастовка считается самым важным социально-политическим столкновением в современной истории Швейцарии и положила начало многочисленным социальным и политическим изменениям. Швейцария в конце 19-го, начале 20 веков не была особым примером забастовочной активности в международных масштабах. С конца 1860-х годов количество увольнений с работы значительно возросло. В 1870-х годах было зарегистрировано 71 забастовка, в 1880-х годах 137, а в 1890-х годах 449. В первом десятилетии 20 века количество рабочих мест резко возросло. Во время Первой мировой войны Швейцария, хотя и сохраняла нейтралитет, она все же мобилизовала свою армию. Были призваны на действительную службу 220 тысяч человек. Швейцарское рабочее движение первоначально поддерживало дело национальной обороны. В итоге война привела к значительным экономическим лишениям в стране. Возник раскол между рабочими с одной стороны и бизнесом и фермерами с другой. Война вызвала значительный скачок цен на потребительские товары. Цены на хлеб, например, удвоились в период с 1914 по 1918 год. Фермеры и многие предприятия извлекали из этого выгоду, но пострадали рабочие. Их заработная плата не росла вместе с ценами. Средняя реальная заработная плата в промышленности снизилась на четверть. Военная мобилизация еще больше усугубила бедственное положение рабочих. Рабочим, призванным в армию, не выплачивалась компенсация за потерю заработной платы. Зарплата солдат была намного ниже заработной платы промышленных рабочих. В феврале 1918 года на встрече в Ольтене лидеры социал-демократической партии Швейцарии, профсоюзов страны и социал-демократической прессы решили создать Ольтенский комитет действий. Его цель состояла в том, чтобы обеспечить единое руководство рабочим движением. Возглавлял комитет Роберт Грим. Членами комитета были представители социал-демократической партии Швейцарии и представители различных профсоюзов. 5 ноября 1918 года Федеральный совет, исполнительный орган Швейцарии, направил в Цюрих 2 пехотных полка и 2 кавалерийские бригады. Утверждалось, что экономическая и политическая нестабильность может дать радикалам, особенно иностранцам Цюрихе, возможность вызвать беспорядки и попытаться совершить революцию, что солдаты необходимы для поддержания порядка. Войска вошли в Цюрих 7 ноября. Этот шаг возмутил профсоюзные организации города, которые обвинили правительство в стремлении установить военную диктатуру. Ольтенский комитет действий выдвинул призыв к однодневной забастовке в 19 городах в субботу, 9 ноября. Забастовки были мирными, они состоялись только в некоторых из 19 городов, потому что многие организаторы сочли, что им не дали достаточно времени на подготовку и, следовательно, не прислушались к призыву комитета. Однако в Цюрихе лидеры профсоюзов сочли однодневную забастовку комитета чрезмерно осторожной и поклялись продолжать борьбу до тех пор, пока солдаты не уйдут из города. На следующий день, в воскресенье, рабочее движение Цюриха планировало отпраздновать первую годовщину Октябрьской революции в России. В тот же день известие о Ноябрьской революции в Германии и свержении германского императора достигло Цюриха, военные запретили все публичные демонстрации. Когда войска разогнали толпу на площади, в результате беспорядков 4 протестующих получили ранения, и 1 солдат погиб. Протестующие вновь собрались и были атакованы кавалерией с саблями, вынудившей их бежать. Стычки
Забастовки в Цюрихе вынудили Ольтенский комитет действий действовать. Его члены обсуждали варианты на долгом и бурном заседании. Комитет опубликовал документ к трудящимся в Швейцарии. Там содержался призыв к всеобщей забастовке 12 ноября. И содержалось 9 требований. Новые выборы в Национальный совет с пропорциональным представительством, избирательное право для женщин и право женщин занимать государственные должности, общая обязанность работать по 48 часов в неделю, реорганизация вооруженных сил в народную армию, страхование по старости и нетрудоспособности, установление государственной монополии на внешнюю торговлю, принуждение богатых выплачивать суверенный долг. Федеральный совет немедленно отклонил требования комитета, однако оставалась дверь открытой для социальных реформ, но они могли быть осуществлены только с помощью юридических процедур. В дальнейшем был призыв к швейцарскому народу встать на сторону правительства. Правительство также ввело в действие военное положение для всех федеральных служащих, которые подлежали наказанию в случае их участия в забастовке. Это мобилизовало армию около 110 тысяч солдат. Кроме того, швейцарское правительство приняло решение закрыть дипломатическое представительство Советской России в Берне. Всеобщая забастовка началась, как и планировалось, во вторник, 12 ноября. Наибольшее движение было зафиксировано в промышленных районах немецкоязычной Северной и Восточной Швейцарии. В Цюрихе и Базеле рабочие проявляли особый энтузиазм. Во французской Швейцарии участие в забастовках было гораздо ниже, поскольку Ольтенский комитет действий имел там меньшее влияние. Франкоязычные демонстрировали большую поддержку союзникам в Первой мировой войне, и некоторые подозревали Грима в симпатиях к немцам. В первый день забастовки серьезных инцидентов не произошло. 12 ноября обе палаты швейцарского законодательного собрания собрались на специальную сессию, и некоторым делегатам потребовалась военная помощь, чтобы добраться до Берна. После двухдневных дебатов Федеральное собрание 136 голосами против 15 приняло ряд мер, направленных на прекращение забастовки. Только делегаты-социалисты проголосовали против этих мер. Ольтенскому комитету действий был предъявлен ультиматум прекратить забастовку к 17:00 13 ноября. В 2 ночи 14 ноября комитет и руководство подчинились, призвав рабочих возобновить свою работу в пятницу 15 ноября. Решение комитета было почти единогласным. Забастовка была отменена, когда она унесла первые жизни. Протестующие рабочие разрывали железнодорожные пути, а солдаты стреляли в них. 3 погибли, еще больше получили ранения в Базеле и Цюрихе. Рабочие поначалу отказывались верить новостям об окончании забастовки. В Цюрихе рабочее движение было возмущено решением прекратить забастовку и подумывало о том, чтобы проигнорировать его. В конце концов, умеренные возобладали. На некоторых фабриках работа возобновилась только в следующий понедельник. Всеобщая забастовка 1918 года была самым мощным внутренним кризисом в Швейцарии. В начале 1919 года больше 20 человек были преданы суду за подстрекательство к мятежу. Грим и другие были осуждены за участие в публикации и распространении брошюры, призывающих к всеобщей забастовке. В частности, в прокламации содержался призыв к солдатам игнорировать приказы стрелять в рабочих. 4 были приговорены к 6 месяцам тюремного заключения, остальные обвиняемые были оправданы.